Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня у нас какое число? 7 июня 2022 года. Решил немножечко вечером посидеть в чат-рулетке. Сам, как говорится, хочу пообщаться. Ну и чтобы вы послушали. Вот сейчас мне нужно уточнить, как у меня здесь идет ли эфир. И как меня слышно, поэтому сейчас я немножечко такая техническая будет заминочка, а потом пойдем в чат-рулетку и будем с вами уже искать собеседников, случайных собеседников, как вы знаете. Вот. Так, сейчас смотрим. Мне важно сейчас услышать свой голос. Мне важно сейчас услышать свой голос. Так, свой голос я услышал. Мне важно сейчас услышать свой голос. Так, свой голос я услышал. Также я буду сейчас отслеживать еще и ваши сообщения. Ну, пока... Здравствуйте, друзья, всем, кто присоединился к моей трансляции. Сейчас мы переходим в чат-рулеточку, друзья мои. Сейчас вы тоже можете подсоединиться к моему эфиру, знаете, как это делать. То есть нажимаете просто ссылку вот здесь вот в чате. Вот, ссылку в чате. Вот она уже все пошла. Ссылка уже брошена. И теперь сейчас я буду настраивать саму чат-рулетку. То есть, чтобы вы могли тоже смотреть. Так, внимание. Так, вот. Вот так, микрофон, я думаю, работает. И сейчас мы уже начинаем. У нас сейчас настроены все страны. Ну что, поехали. Поехали, друзья. Я сегодня, видите, флаг вывел, чтобы сразу видно было, что я из России. Поэтому, друзья мои, поехали. Не видно единственное вот этой моей подушки. Она обычно говорит о том, что идет прямая трансляция. Вот, немножко подушку видно. Вот, теперь, ну что, погнали. Погнали чат-рулеточку. Приготовьтесь, друзья мои, сейчас, возможно, меня будут ругать, материть. Я всегда стараюсь держаться достойно, не отвечать на всякие провокации. Вот, поэтому я думаю, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Это у нас... Так, видите, первые сорвались. Вот мужчина внимательно смотрит, куда он попал, а попал он в Россию. Попал он в Россию, а сам он в Литве. Смотрит счастливо на меня и на вас. Идет прямая трансляция, друзья. Сейчас он что-нибудь скажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то вас плохо слышно. Так, сорвался. Следующий. В прошлый раз, друзья, у меня прекрасные были разговоры с Францией. То есть я подключил, здесь выбрал Францию, флаг Франции, и у меня все соединения были, как правило, много соединений было с Францией. Были и русскоязычные, и англоязычные, и французоязычные. Вот, поэтому давайте начнем с Франции. Давайте тоже начнем с Франции и поехали. Вот потолок уже чей-то.
Так. Сегодня я, видите, как официально под флагом Российской Федерации. Ну, в принципе, кино смотрит человек. Не будем ему мешать. Здесь вот спит кто-то у нас. Спит. Так, пока у нас не очень удачно. Здравствуйте. Не понимаете? Speaker French. А. Excuse me. I from... понятно, он не понимает русский язык. Хорошо, excuse me. Ничего. Здравствуйте. Hi, my friend. Так, сегодня неудачно. Кто же у нас будет первый? Кто будет первый посетитель нашего канала? О, какой! На музыке играет. Так, пока непонятно. Привет. Чур не материться. Опа. Да. Какой человек? Гитлер капут? Гитлер капут и давно. Так. Это я переключил их. Так. Здравствуйте. Тут прямо какое-то такое лицо, прямо как с полотен Тициана. Здравствуйте. Hi, my friend. Так, молчит мой френд, молчит. Сегодня как-то не очень у нас удачно, но ничего, не теряем надежды, друзья. Не теряем надежды. И Алексей Кожевников, лайк, первый вам спасибо. Здравствуйте, Привет. молодой человек. Как жизнь? Молодой молодец. Как жизнь? Нормально, как у вас? Нормально тоже, видите, хорошее настроение. Решил сегодня вот пообщаться мало-мало. А вы каждый день тут сидите? Нет, не каждый день. Ну, по настроению. Ну, последний мой разговор вот был дня 3 назад, очень такой интересный. Обычно встречаешь очень хороших таких творческих людей. Ну, я Вот. музыкант, честно. Я в прошлом своем эфире, я сейчас веду эфир на YouTube, даже с гитарой сидел, что-то тут музицировал, пел, напевал. Ну, потому что пока листается странички, вот, чтобы паузы забивать. Что? Да. А сыграйте что-нибудь, пожалуйста. Ну, я, во-первых, очень плохо играю, и потом у меня репертуар, я, наверное, своим зрителям уже надоел. А какой у вас репертуар? Ну, бардовские песни, Высоцкий, кое-что пою свое, я сам сочиняю. Потом Игорь Демарин, я тут пою песенку одну. Давайте Высоцкого. Высоцкого? Ну, Да. гитару надо взять, сейчас, секунду. Давайте. Ебать, ебану, ты похуй спёрть. Нифига себе у вас, даже шляпа есть. Он же не слышит наушников. Да, раз. Так, все, первый сорвался. Но он меня зато вдохновил взять гитару. И так как он попросил меня что-нибудь из Высоцкого, что же я давно не пел? Здравствуйте. Ух ты. Ух ты. Ух ты.
Ладно. Да, сейчас меня тут один парень попросил спеть, а сам раз и смылся. Может, вы для меня споете? А я ему сказал, что я пою-то очень так посредственно, даже можно сказать плохо. Вот. Он меня Высоцкого попросил спеть, и я вот сейчас вспоминаю песня, как же она называется-то? Ой. Страшная жуть. Да ничего, страшная жуть. Как же она называется? Как же она начинается? Я не знаю. Сейчас. 100 лет не брал гитару и 100 лет не пел уже. Вы откуда? Анапа. О, супер. Так, сейчас, подождите. Вот память, а. Так, сейчас. Ага. Ну, я не буду полностью петь, так, немножечко. Ну, как хотите. В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах всяко нечисть ходит тучей, у проезжих сеет страх. Ходят, воют, как твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах. Это про Россию песня, точно. Там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно волокут, будь то пеший, будь то конный, за гроба встают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. Из заморского, из леса, где его всесущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом. Поделиться приехали опытом. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего, пусть там лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь вашу, всех сгною. Страшно, аж жуть. Тут взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы или не мы не ли ведьмы, патриотки, али нет? Налил бельма, ишь ты клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. Соловей-разбойник тоже был не только лыком шит, он как крикнул, гикнул, свистнул. Рожа, говорит, заморский паразит, убирайся, говорит, без бою, уматывай и вампира с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. Так, а дальше как? По-моему, все. Я не знаю. А теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудь об груди и друг друга извела. Прекратились навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно, не страшно ничуть. Вот так. Тебе. Да, а вы что, скучаете? О, не спится. А сколько у вас времени? О, не знаю. У нас сейчас 17 минут 12-го. У меня, наверное, на час меньше. Не спится тоже. Не знаю, Ясно. А вы где живете? во Франции. А город? Салон де Прованс. Ну, к сожалению, не знаю, не слышал.
Ну, это маленький городишко Ну, в на юге. Провансе, да, понятно. Вот, ну, Да. Ну, название не слышал. если чем-то может быть известным, то Нострадамусом. М, Нострадамус последние свои там 20 лет жил в этом городе, Ух и ты, здесь и умер. здорово. Вот Да, так ну, вот. наверное, там память его чтут, да, какие-нибудь памятники есть, А, Конечно. какие-нибудь да, фестивали проводят всяких там Ну, предсказателей. фестиваля про Нострадамуса я не знаю. М, Нет, ни разу не видела. Но есть музей, есть памятник, есть церковь, в которой, скажем так, чтут там мгм. его память. Вот такое вот. Ну, ничего особенного. Такой город на юге Франции, если говорить, 40 тысяч населения Ну, вообще всего. маленький, да. Да, маленький. У нас в Анапе, ну, где-то, если так брать сам город, где-то 100 тысяч, а с хуторами, с пригородами там 150. Вот. Ну, у нас тоже маленький город, Приморский. Знаю Ну да, я, вы же знаете, да, Анапу. А вы давно живете конечно, во Франции? 2 года. М, Ну, Уехали по каким причинам? д замуж вышла. Здорово. Так получилось. Мгм. Как-то муж у меня нарисовался из Франции. Да, 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 да. А сама я родилась на Урале, Мгм. в Челябинской области, а вот жила все время в Тольятти. А вы французский освоили хорошо уже? Еще пока нет. Ну, учите? Конечно. Или мужа Ну, переучиваете? А он русский как бы учит немножко так? он русский учит, но мы общаемся, к сожалению, на английском. А, Ну, у меня хороший английский, у него мгм, тоже по работе, и м, поэтому мы так и познакомились на английском языке и продолжаем на нем общаться. Вот. мгм. Но так как город маленький, мне здесь абсолютно не хватает русского языка. Иногда хочется пообщаться с кем-нибудь. Вот Ну да, в поэтому таком маленьком городе навряд ли там еще кто-то русский, да, объявится. нет, есть здесь Есть, да, очень даже? достаточно русских. Ну, я М, знаю там человек 10 точно. Ничего себе, Да, здорово. вот. А если, двигаться куда-нибудь в сторону, прибрежных Альп, это Мгм, Ницца, мгм, мгм. Канны, там просто столпотворение русских. Очень-очень-очень много. Ну, в Ницца это, я не помню честно, второй или третий город по численности во Франции. Э, я не могу понять, почему там, русские очень любят останавливаться, Мгм, ну, мгм. вернее, жить. Вот, то есть там есть русские магазины, общины, церкви и всякое такое. Ну, как-то так, да, исторически, видимо, сложилось, что туда ехали. Исторически сложилось, когда после революции, там советская власть сказала, кому не нравится, Да, 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 да. претендуйте куда хотите. И Мгм. они туда и уехали. И я просто один раз была на кладбище, в Ницце, и я удивилась, сколько русских фамилий. То есть, ну, вот эти всякие дворяне там, Мгм, они мгм. они очень многие уехали как раз вот во Францию. Ну, и, я не знаю, регион был для тех, кто болеет туберкулезом. Вот. Они здесь восстанавливались. Мгм. Там хороший климат на самом деле. И вот, может быть, вернулись, я не знаю. Не могу, сказать такой. Я не прям такой историк. Я люблю Мгм, историю, мгм. но ну вот. Понятно, понятно. Ну, у вас как, вы уже с кем-то разговаривали вот сейчас передо мной? Да, разговаривала, Мгм. с семейной парой из Краснодара М. разговаривала. Хм. Как настроение у людей? Ну, хорошая.
Мы, конечно, не разговаривали про спецоперацию. Мгм. Я, честно, не знаю, как это все назвать. Для меня все-таки это пускай будет спецоперация. Я никогда не была настолько патриотична, насколько сейчас, потому что это кошмар. Если здесь я открываю телевизор, Мгм. я просто... Здесь такой дичь несут, что хочется просто закрыть все глаза, все выключить. Это просто ужас и кошмар. Ну, мы тоже телевизор не смотрим с женой, потому что у нас по нашему телевидению тоже дичь полную несут. Допустим, там, я не знаю, ядерной войной пугают, что бомбу там они взорвут где-то возле Великобритании, ее там всю и смоет сразу Вы, же. Ну и вот такое вы- вот, прямо вот официальная вы знаете, пропаганда. как я испугалась, Мгм. когда все это началось в феврале? У меня вообще дикий шок был. Я не могла разговаривать, наверное, 2 недели. Мгм. Я просто лежала и думала о том, что куда, куда ядерная бомба может упасть от России. И я поняла, что, скорее всего, она куда-нибудь в Альпы упадет, потому что здесь очень густонаселенный район. Мгм. Люди, ну, здесь невозможно. Вот Франция, Италия, просто люди живут, ну, друг на дружке, скажем так, очень-очень много людей. Мгм. Маленькие деревушки, такие городишки, вот. Не как в России, это вот ты едешь там на поезде из Самары до Адлера, допустим, Мгм. Мгм. и едешь по степи, и там нету никого. А здесь такого нету. Ты едешь на машине постоянно по каким-то населенным пунктам. И я думаю, если бомба прилетит, куда она прилетит? Ну, только в высокие Мгм. Альпы, там, где вот Ну, люди... будем надеяться, что до этого не дойдет, потому Ох, что это уж надо быть я вообще надеюсь, тоже. каким-то фанатиком, сумасшедшим таким. Вот, хотя Путина и считают таковым, но все-таки, я думаю, не до такой степени. Да ну нет, вы Да, что? поэтому все-таки, я думаю. У меня вот, между прочим, были вопросы к Путину. Мгм. До того, как я уехала, я не могла сказать, что я там фанат его или еще кто-нибудь. Я все время задавала вопрос, почему самой внутри России люди не очень хорошо живут, Мгм. скажем так, не то, что не очень хорошо, а плохо. Ну да, большинство-то, наверное, да, плохо. Вот, а потому что, как сегодня я понимаю, весь бюджет вкладывался в оборонку, наверное, может быть. Но на сегодня я просто смотрю патриотизм людей. Даже мой Мгм. сын, который все время говорил, что, ну, а что хорошего в России? А теперь я его спрашиваю, я говорю, ну, может быть, каким-нибудь образом вы там соберетесь во Францию? Он говорит, нет, мне нравится, меня все устраивает. М. Я горжусь Россией, и говорит, Путин – это сильный президент. Ну, я, наверное, согласна с ним, потому что он на самом деле сильный, потому что то, что я вижу здесь, это Мгм. просто трэш какой-то. Мгм. Вот, то есть этот Макрон, который посчитал, сколько часов он потратил, звоня Путину, он сказал, что я 100 часов или там 100 Да уж. потратил на звонки Путина. Что ты ему звонишь? Нафига ты ему звонишь? Здесь люди начали открывать глаза. Э, Есть некоторые газеты, которые, скажем так, настроены, ну, настроены на Россию, не то, что на Россию, а на правду, может быть. Мгм. И они пытаются показать, что на самом деле происходит. И когда люди начинают это все смотреть, они уже не с украинскими флагами здесь в Париже шарахаются и гуляют, Мгм.
с русскими флагами, но то, что весь Париж закакали, извините, у меня другого слова нет, этими украинскими знаками, там этой красной краской. У меня просто, ну, моя подруга живет в Париже, и она говорит, это невозможно, говорит. Все известные места, говорит, просто замараны вот этими, короче, украинскими цветами. Она говорит, я это уже видеть не могу. Она сама из Ростова, и она говорит, ну это просто трындец. Вот. И они постоянно что-то требуют. Вот. Ну, слава богу, я живу в маленьком городе, у нас здесь украинцев нету. Вот. Ну, не то, что я не могу сказать, что украинцы плохие люди. Есть хорошие люди, есть плохие в каждом, скажем так, в каждом народе что-то находится. Вот. Такие пирожки. Понятно, да. Ну, мы-то вот, я, моя жена, ну и есть люди, мои приятели, которые категорически против спецоперации. Я считаю, что война в 21 веке – это вообще… Я тоже так считаю. Вот, все можно решать миром. Вот. А теперь вот так столкнули два народа, два родственных народа, вот, два славянских народа, которые говорят на одном языке, единые корни, единая культура, единая вера. И теперь вот я не знаю, насколько вот этот вот раскол между нами продлится. Некоторые говорят, что десятилетия нужно, а кто говорит, и сотни лет не хватит, чтобы… Мне кажется, что не меньше 20 лет это будет. Ну да, это должно поколение Но вы смениться. как думаете, кто столкнул эти народы лбами? Откуда, какая причина вообще? Не знаю, мне кажется, все опирается только вот в одного человека, в президента нашего. В Путина? Потому что, да, он такой же, вот вы правильно говорите, он такой сильный, да, человек, вот, и он привык, вся его, так скажем, манера управления, это вот то, что, чему его учили в КГБ, и его вот это питерское детство, юность, вот эти вот подворотни, как говорят. Ну, а что, человек воспитывается именно вот так вот. Он же сам говорил много раз, мочить в сортире, если не можешь, бей первым, вот, если драка неизбежна. То есть люди как-то на это все смотрели, вроде бы, да, вот так, а все, оказывается, он никогда ничего не скрывал. Он, это все было на виду. Нет, ну а как можно было вот честно, ну я согласна с вами, а как можно было поступить иначе, если, допустим, Украина не хотела договариваться? Она не хотела там эти Минские соглашения соблюдать? Ну, я думаю, надо было просто ее отпустить и все. Куда Просто отпустить, пусть делает то, что хочет. Если она хочет быть с Европой, ну Да пусть ради будет. бога, она уже там с Европой. Ну, ей же сейчас не дают, и заблокировали там эти все порты, она не может даже зерно вывезти. Вот. Куда вывезти? Ну, она торговала с зерном. Один из… Она не торговала, она вывезти хочет это все в Европу или в Ну, Америку. понятно. Ну, Чтобы мы тут с голоду не померли во Франции. Не, ну если это крупнейший поставщик зерна, а у них сейчас куда девать зерно-то? Страна, в общем-то, давала много зерна. Ну, у них это зерно еще с прошлого года. Это то зерно, которое либо надо было переработать в муку, либо посеять. Вот. И, скажем так, сегодня это невозможно сделать.
И я не знаю, я, допустим, согласна с Россией, что они не дают это вывести, потому что если это все вывезут, то Мгм. в Украине будет второй голодомор, когда они начнут сжать сами себя. Это просто, Ну, не знаю, у ну, вас интересная такая позиция, конечно, не слышал я об этом. Вот, нет, еще. она не то, что интересно, это просто мое мнение. Мгм. Потому что, ну, я считаю, что пускай зерно останется в Украине, пускай они сами его едят, сама Украина. Понятно, понятно, да. Ну, а почему нет? Вы знаете, я просто знакома с некоторым количеством украинцев, которые здесь вот во Франции. Мгм. Вот они считают, что у них здесь глаза открылись, там еще что-то такое, что они такие свободные. И когда их начинают там гонять по некоторым инстанциям, что им надо что-нибудь поделать, чтобы легализоваться, Мгм. они говорят, вы, короче, блин, задрали тут. Ну, Франция, типа, их Мгм. Мгм. задрала. Мгм. Потому что, говорит, что за законы дебильные и вот это вот все. Я говорю, ребят, вы приехали в другую страну, почему вы возмущаетесь? Почему я вот русская, я понимаю, да, Мгм. вот там, ну, у меня есть статус, там, я замужем, но я не могу здесь находиться без того, чтобы там, допустим, мне нужно сдать экзамен по французскому языку. И все. И мне нужно посещать курсы в обязательном порядке, и я это делаю и не возмущаюсь. Ну, Мне правильно, нужно, конечно. А как же иначе? Приехали в страну и должны да, и соблюдать ее законы и традиции. и- конечно, и я должна посещать курсы по, скажем так, по истории Франции, Мгм. по законодательству Франции. И это происходит не вот тебе там, ты приехал, 1 час Мгм. посидел, Мгм. это ты должен поехать, и ты полный рабочий день, 7 часов сидишь там, и тебе это рассказывают все, что, как и почему. И я не возмущаюсь. А вот украинские, к сожалению, граждане, они там говорят: "Зачем нам все это? Мы там сегодня здесь, завтра там, а может, завтра мы там в Бельгию поедем". И Мгм. вот мне так и хочется сказать, думаю: Идите уже куда-нибудь". Ну, вот, да, такой народ, да, как, ну, сколько, 6 миллионов, по-моему, уехало из Украины за рубеж куда-то по странам. Я вот тоже смотрю сейчас, тоже и Польша, и Германия, и Великобритания. Вот, Они там уже вешаются от этих украинцев. да. Так, ну ладно, я хотел бы сейчас Ладно, еще с кем-нибудь пообщаться, было приятно. спасибо Ну и вам большое. тоже, да, может быть, мы даже еще увидимся, потому что у меня сейчас выставлена Франция. Вот, как-то у меня больше, ну, во-первых, может быть, сейчас по часовому поясу так совпадает, что люди еще не спят. Вот, и поэтому как-то это, Да, вам тоже да, спасибо. да, Приятно было пообщаться. да. До свидания. До свидания. Интересная позиция у женщины, конечно. Вот. Интересно, откуда она информацию берет? Ну, для меня это было действительно удивительно, что такая позиция. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Как вечерок? Замечательно. Ой, вообще прекрасно. Что делаете? С кем общаетесь? С вами? Ну, а до меня были интересные какие-то разговоры? Нет, мы только зашли. А, только зашли? Мгм. Ну, я тоже не так давно зашел, у меня вот только один разговор был. Вот. Повезло. Вы давно живете во Франции? Во Франции живем? А где вы?
В России. А, в России? А у меня, видимо, вы через VPN, да? Потому что у меня почему-то Да. здесь вот стоит флажок Франция. Ну, VPN нас отправил во Францию. видимо, Ясно, да. ясно. Понятно. А в городе в каком? В столице. Понятно. А я сейчас трансляцию веду в интернет. А, ну я так и поняла. Вас не смущает это? Вас при камерах не смущает? Да, у меня канал такой маленький, его мало смотрят. Я даже сейчас не знаю, сколько меня смотрят. Это как бы не важно. Так. Что там у нас пишут? Так. Байдена ругают. О, Вы как относитесь сейчас к тем событиям, К Байдену? которые... Нет, не к Байдену, а вот к специальной военной операции. О, нет, можно не эту тему, пожалуйста, недавно то. Хорошо, ладно. надолго. Ну ладно, тогда я пошел дальше. Всё, тогда до свидания. Может, еще увидимся. Так. Так, а сколько меня сейчас смотрит? Сейчас, друзья, я гляну, сколько меня смотрит. 4 человека меня смотрят. Россия. Россия. Ой, привет, ребята. Снова вы. Нет. Тишина впереди, погоди. Там-та-там, пам-парам, пам-парарарам. Свежий ветер, косые дожди. И дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Здравствуйте, мы уже второй раз с вами сталкиваемся. Так, ну все, друзья, теперь, значит, ставим все страны. Мы уже всех французов изучили, все страны пошли. Так, здравствуй, друг. Hi, my friend. My name is How are you? Sasha. I'm from Russia. Да, меня зовут Дэйв. Отлично, отлично. Хорошо, что ты говоришь по-русски. Стейв. I speak Russian because I learned by myself and I like this language. Ты говоришь по-русски? Да, я русский. Ты русский? Не Я русский, француз? да. Не француз. Француз? Да. You play guitar? Что? You play guitar? Да, немножечко так играю. Совсем маленько. Little bit. Вот. Да. Да. Так. Я люблю. Других слов я найти не могу. Я люблю. Досада в углах твоих губ. Я люблю. Вот сейчас ты уйдешь. Я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит все, и жизнь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке, лишь пустота, даем зажата кулаки. Ой, как фонит.
Помнишь ли, друг мой, как в гору крутую круглый валун волоку? Кто сказал, что это впустую? Кто сказал Сизифов труд? Здравствуй. Привет. Здравствуйте. Ну, я обязан был заслушаться, послушать. Не, я так просто, я в перерывах играю между разговорами, когда тут... Ну, как вам сказать, вот когда ты немножко... Я из Латвии, Что? но я с Мгм. Латвии сам. Да, флаг вижу латвийский, красивый. Да, Дагопилс, это конкретно это я, да. Слушайте, можно спросить сразу, откуда вы? Вот просто я объясню, почему. Мгм. Ну вот видите флаг у меня на Не-не-не, экране телевизора? вы можете конкретно сказать, А из какой? города я Анапы. Город Анапа. Ну, Россия, одним словом, Да, все правильно. Россия. Это побережье. Не, просто действительно, я недавно в чат-рулетке, немножко, Мгм, Кстати, ну, ваша Россия тут сделала, что, весь мир охреневать начинает. И я тут тоже в том числе. мгм. И тут пытаюсь, очень хохлов, ой, украинцев. И Мгм. причем и еще латышей, которые, там пытаются, там, ругаться очень сильно. М. А я родился в Латвии, вырос. Я русский. У меня дед в Ростове-на-Дону, полковник похоронен. Я служил в морфлоте. Я Мгм. пиндосов учился убивать. Так что я очень хотел послушать, что вы поете, и с удовольствием. Причем не то, что с удовольствием. Мгм. Просто я Россию уважаю и уважаю так вот. Понятно. Да я гитару-то вот взял. Да нет, кстати, если честно, гитара, не скажу, что нет, мне нравится. Даже вот, как сказать, вот с Питера, вот этот, как его, Мгм. старенький, Мгм. молодец. Ему открыли визу, он поехал в Афганистан на точке петь. Уважаю людей. Уважаю, вот без всяких этих. Ну, гитара вообще, конечно, такой инструмент. Это Но не в этом для плане. Военная компании, гитара, да, да. она имеет немножко другое еще Мгм. значение. Так вы поете или говорите? Да я даже не знаю, что спеть. Я вот одной женщине здесь, кстати, разговаривал с Кстати, а женщиной. можно вас спросить? Да. Меня блогеры заставили, с Украины. Я посмотрел этих, слушай, неужели? Мы в одних школах учили. Кстати, я думаю, что мы с вами недалеко возрастом ушли друг от друга. Наверное, да. Я 64-го года. Ох, прошу прощения. Я помоложе. Я 71-го. А, Слушай, это не может быть. точно. Точно. Хорошо сохранился. Я в Не Сибири в этом, жил. но не в этом плане. Значит, надо над собой работать, ё-моё. И о чем я хотел сказать? Забыл. Ну, Такое бывает. про Украину, вы учились в одних школах. Ну да. Мгм. Меня прессовать Латвия начала с 91-го года. Как я вернулся с морфлота, Мгм. почему она меня не сделала из русского, какой-то, я не знаю, амеб, я не знаю, что там творится. А из них за 8 лет, я думаю, что за 8 лет. Раньше было, конечно, подготовка, но что с ними случилось? С русскими, причем, понимаете, с русскими. Я в ужасе. Неужели пропаганда так может работать? Да, так пропаганда и она и работает так. Русские Слушайте, тоже а у нас многие можно я зомбированы. идею спрошу? А может, Мгм. они хотели такими быть? И у них хорошую сказку ворует сейчас Россия. Все Но может быть, все может быть. они ж море выкопали,
Ну, не знаю, Каждый где. Я слышал про это, да, но не думаю, что они к этому относятся серьезно. Нет, слушайте, правильно, чат рулетка, это, конечно, это, ну, несерьезно, как говорится, этот показатель. Но вот меня захватило с Латвии конкретно. Сидел тут на хуторе, блин, начал блогеров смотреть. Да, у меня 5 блогеров. Не знаете, там из Львова этот. Нет. Вот. Вы имеете в виду Кстати, вот. украинских блогеров? Не, но он из Донбасса. Да, кстати. я смотрю украинские каналы, ну не украинские, так скажем. Нет, я украинские каналы смотреть не могу, Мгм. в принципе. Кстати, там тоже кто там, ну, из этих сказал блогер, сколько вас надо обмануть раз? Я из Латвии пытался. И я знаю, что такое Россия, блин, конкретно. Без всякой злости, без ничего. Проверьте информацию с другой стороны. Посмотрел украинские каналы. 2 раза мне хватило. Мгм. Они меня наебали, блядь. Понимаете? Меня наебали, как ребенка. Все. Я больше их... Хотя надо смотреть разносторонние, как говорится, каналы. Конечно, всегда. да. Посмотрите, вот я вам советую посмотреть, есть канал Фейгин Лайф. Он проводит ежедневные интервью с Арестовичем. Арестович – это Ой, советник Люська, блин, ну что вы мне тут Зеленского. говорить будете? Люся, блин, Арестович, ну. Ну, а что он, Люся-то? Он очень такой мудрый человек. Между прочим, очень Хорошо, воспитанный. Очень Если... воспитанный. Нет, не в этом плане, слушайте. Мгм. Если Украина... Ну, я вкратце, я немножко... Слушайте, верите мне, 40 выпил, блин, с тем выпил, с тем. Блин, Россия такая огромная. Кстати, классная страна была. Люся Арестович, если Украину лишить лжи, рухнет все. Это я вот что сейчас вот вам говорю. Я думаю, вы смотрели эти тоже высказывания. Ну, это не слышал. Ой, а, кстати, как вы мне советуете, посмотрите. Хорошо, может быть, где-то наткнусь. Украина должна лгать в квадрате, потому что если Украину лишить лжи, посыпется все. Это Люська Арестович. Высказывание классное, блин. Насчет да, умно, красиво. Ну да, красиво, да, согласен. В этом что-то даже И есть. там это я смотрел, я сейчас думаю- не могу. Вот то, что Украина должна в квадрате лгать. Это там есть в Ютубе вроде бы, блин, ну, могу ошибаться. Так что я посмотрел, блин. И Я вот думаю, как вот что если у нас в России люди перестанут смотреть официальные каналы, то они тоже изменятся быстро. Причем в лучшую сторону. Потому что с российских каналов тоже несется откровенная Ну хорошо, блин, ложь. я уже понимаю, что... Ну вот серьезно, вот я из Латвии, что я могу выкинуть с российских каналов плохого? Вот серьезно, вот я уже немножко понимаю, что вы меня вот... Не, ну там же сплошной дебилизм от до военных действий. Ну как каналы наши выглядели? Там же одни вот эти шоу, одни какие-то комики, одни, значит, шутки мимо, вернее, не мимо, а ниже пояса. Фильмы жестокие, с кровью. Ну, это же невозможно смотреть. Я телевизор не смотрю уже лет Ой-ой-ой, 10. погодите. Ну вы прекращайте, блин, слушайте. Я живу в Латвии, блин. Ой, а вы посмотрите этот северокорейский там сериал. Верите, нет, я уже смотреть не Я смог. сериалы вообще не смотрю. Я смотрю Нет. YouTube, каналы такие интересных людей. Он очень популярный, он захватил весь мир. Мгм. Там кровь, там ужас, там насилие. И идет по всем центральным каналам. Южнокорейский сериал. Ладно, давайте заканчивать. Надо быть оптимистом, во-первых, что все это не будет продолжаться долго, все это скоро закончится. Будет. Не, все это закончится. Поверьте мне на слово. И Я уже- быстро все придет в норму. Нет, я уже в Латвии чувствую. Ни хрена уже в норму не придет. Ну, вы, я говорю, пессимист, а я оптимист, в отличие от вас. Нет, я просто вижу по этим симптомам. Мгм. Уже
какая мы доходная страна была? Ну, вернее, край наш. В Риге там, может быть, и хорошо было. Но мы так хапнули, что Понятно. мало не горюй. Ладно, давайте сейчас мы с вами прервемся и желаю вам И я еще вам желаю. побеседовать. Спасибо. Всего доброго. Всё, До до свидания. свидания. Да. Так, хорошо. Здравствуй, человек. Так, будем петь пока? Пока у нас перерывчик небольшой. Так, ноги чьи-то. Так, Высоцкий, да? Я бегу, 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 бегу. Так, 40 километров, потому что мне марафон бегу. В Украине. Я бегу, бегу, бегу по горевой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. А может быть, пока я бегу по горевой дорожке. Чешешь ты, блядь, деда ебаный, присядь нахуй, нахуй, блядь, и пидор вас, себе нахуй. ребята, а вас сейчас смотрит весь мир, потому что я веду прямую трансляцию. И Да вы мне похуй, блядь, а- забери нахуй с плазмой, блядь, нахуй то гимно ебаный. А вы Ты, сука, блядь, сын показываете, шлюхи, блядь. а вы показываете, мать, какие блядь, вы нахуй сдохла, блядь, невоспитанные, мне похуй, некультурные люди, некультурные люди. Добрый А вы культурный человек. Так. Здорово, дед. Здравствуйте. Как дела? Нормально, песню пою. А вас плохо слышно, плохо слышно. Так. Здравствуйте. Ваше благородие, госпожа... Нет, ваш... Я когда-то даже вступление это играл. Та-да-да-да-да-дам, та-да-да-да-дам. Забыл, да, вот без тренировки все летит к черту. Ваше благородие, госпожа удача, деля, кого ты добрая, а кому иначе, девять граммов сердца, постой, не зови, везет в смерти, повезет, позови. Ваше. Так, плохо. Ваше благородие, госпожа Победа. Так, ладно, плохо. Нет, играет сегодня мне что-то не очень хорошо. Так, и мы, значит, что у нас здесь? 4 человека меня смотрит. Так. И 4 человека смотрит, и 9 комментариев. Так. Привет. Здравствуйте. А что вы делаете? Я провожу трансляцию, играю на гитаре А вы где трансляцию проводите? в Ютьюбе. Ух ты, а сколько у вас зрителей? Зрителей 4 человека. Но они очень внимательные и очень благодарные зрители. Они пишут мне комментарии. Вот один написал «Нормуль». Ему нравится, и он это назвал словом «нормуль». А вы что делаете? Почему-то не спите? Да не знаю, вы где живете, в каком городе? В Анапе. О, круто, я в Москве.
Мгм. Собираетесь в Анапу приезжать летом на море купаться? Да, Мгм. В каком месяце поедете? в июле вроде. Хорошо, уже забронировали квартиру Угу. или вы в отеле где-то будете? Ну, квартиру снимать будем. Ну, хорошее дело. Угу. Ладно, а что тебя не видно? Вижу одну макушку с волосами. Да у меня просто так удобно телефон держать. Понятно, понятно. Угу. А ты давно общаешься в чат рулетки? Да нет, 5 минут назад зашла. Мгм. Так, ну, тогда я дальше пошел. Угу. До свидания. До Всего вам свидания было. хорошего. И вам также. Приезжайте в Анапу. Мгм. Так, ну вот пока опять перерыв. Лежат люди, отдыхают после трудовой вахты. Так. Мне тут написал. Не бояться. Ух, ебать ты на Привет. китайцев. Привет! Привет. Ребята, не материтесь, потому что вы сейчас в прямом эфире. Надо мне писать плюс 18. Так, давайте выберем Великобританию. Посмотрим, как давайте. там люди. Кто дедом меня называет, а кто, наоборот, удивляется, когда я называю свой год рождения, вот как товарищ с Латвии. Товарищ с Латвии говорит, что я хорошо выгляжу. Так, ну что, опять мне не везет. Давайте тогда поставим опять Францию. Во Франции люди отзывчивые, хорошие, добрые. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Так, а чего бы мне сейчас спеть? Так, друзья, не забывайте, что вот меня смотрите. Так, Анапа, конечно, не Крым, но мы в Крым собирались. Боюсь, к лету там могут быть бои. Не поедем, пишет нам человек. Да, это тоже, позиция. Вот, я единственный, кто тут завис. Нет, вы, наверное, не единственный. 4 человека меня сейчас смотрят. 4 человека меня смотрят. О, дедушка, что сидишь? Дедушка сидит, смотрит дедушка. На Лепёшки мир смотрит. Лепешки печет. Да. На гитаре играет. Давай, играй. Покажите. Да, Я не мастер. Я могу вас разочаровать, друзья мои. Так, мы смотрим дальше. Привет. Не материться. На моем канале мат запрещен. Так, а у меня там, смотрите, погас. Флаг-то мой. Флаг погас. О! Сон мне снится, вот тена.
Франция, Франция, где же вы все? Франция, Франция, не вижу вас. А давайте Украину. Украинский флаг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, подожди! Ой-ой-ой. Я выбыла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, давайте поставим, знаете что, Македонию. Смотрите, флаг какой у Македонии красивый. Солнышко красное. На бублик похоже. На бублик похоже. На бублик. Так. Ента что? Ладно, давайте поставим Грецию. Кстати, в Израиле очень хорошие собеседники всегда. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. С какого вы города, если не секрет? Анапа. Анапа. Анапа, юг. Юг России. Юг России. Юг России. А вот вы не хотите сказать, дорогие россияне, что вы делаете на юге Херсона? Не знаю. Мелитополе, что вы делаете? Вы не зафонит. Она сразу нападает на меня. Я хотел сказать, что я-то против спецоперации. Да, против. Греки, а какие? Греки. Сами-то они что делали здесь? У нас город Гаргипия. Чего они тут сделали? Древние греки. О, режется. Ух. Смотри, как играет быстро. Играет. Давай. Чё, то ли общаться сел, то ли играть, непонятно. Так. Слушайте, злой грек. Давайте все страны сделаем. Все страны и поехали. Так, и меня сейчас смотрит. Кто еще? Привет. Спать лег после смены? Хорошо. Спокойной ночи. Вежливый товарищ. Привет, дядя. Привет. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Привет. Здравствуйте вам. Здравствуйте вам. Так. Двое меня смотрят, но один из них я, потому что у меня же трансляция здесь вот стоит на моем телефоне. Вот, поэтому спокойной ночи. Спокойной ночи. А лежит уже. Здравствуйте. А это что за лицо?
Ночь, ночь, ночь. Беларусь. Добрый день. Добрый. Добрый. Как дела? Хорошо. Хорошо дела? Давай. Играй. Играть, да? Крокодил, играй. Пожалуйста. Не, я плохо пою, ребята. Можно? Почему? Вот смотри, дядь. Вот, смотри. О, хорошо. И я люблю. Других слов я найти не могу. И я люблю. Досада в углах твоих губ. Я люблю. Так, видите, я сбиваюсь. Я люблю. Твои пальцы играют мотив. Я люблю. Ждут, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит явь, проходит сон, любовь проходит все, и жизнь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Ну, вот так. Все, спасибо. Спасибо. Счастья вам. Вам спасибо. Вот на праздник попал. Сидят. О, Киркоров. Издалека долго течет река Волга, в конце края. А интересно, вот будет сейчас слышно, будет ли сейчас слышно, будет ли сейчас слышно музыку? Вот я сейчас найду. Так, ищу музыку. Так, вот с камеры. Так, нет, она, по-моему, не здесь. Так. Это я сейчас ищу здесь, друзья мои, музыку. Вот, ну-ка, ага. Так, вот мне сейчас интересно, будет ее слышно? Напишите, слышно музыку или не слышно? Хай. О, здоровенько. Ukraine and Poland, no, fuck you, Russian. Ну, заіграй, батя, щось, якусь пісню веселеньку. Так. Так, было слышно? Так, было слышно? Так, было слышно? Нет, не слышно.
Так, да, не слышно нифига. Сейчас вот тогда просто вот так проверим, друзья. Сейчас. Так, минус. Включаем. Погодите, подождите. Так, сейчас, где же мои тут талмудики? Сейчас. Угу. Нет, не это. Так, где же? Так, готовы? Сейчас будет эксперимент. Я просто сейчас приложу один наушник к микрофону и... It's so easy. You're alone. And you're dreaming on your own when you only try to show it easy inside. Oh, the beauty's gone and you cry. It's so easy. It's so easy, but you say, cannot do it anyway. So fly, take off and fly, leave on worries behind. Spend your wrinkled smile at the sky. It's so easy. Beautiful. Добрый день, добрый вечер. Что у вас? Вечер добрый. Ну, я, по крайней мере, песни не пою. Не, я просто так, я сижу, так скажем, дурака валяю, то вот на гитаре пытаюсь, то песенки пою. Стримите, походу? Да. Понятненько. Ну и как? Попадаются адекватные людишки? Ну да, попадаются. Сегодня как-то интересно, сегодня я разговаривал с женщиной, она во Франции живет. Ну, сама русская, естественно, замуж вышла за француза. И она поддерживает вообще Россию, Путина, и сын ее поддерживает, и вообще она так... Сына кого? Сына ну, ее сын, то есть тоже вот такая семья интересная. Да, Да. Все в мире Потом, в повороте. потом в Латвии интересного человека нашел, тоже поддерживает политику российского государства. Вот такие даже, смотрите, дедочки сидят. Ну, я тоже дедочек, но если постарше меня. Да, вот такие тоже есть ребята. Здравствуйте. Привет. Вы в Румынии? Да. Что вы там делаете? Как вы попали в Румынию?
М. Курит. Давайте посмотрим в Штатах у нас как сейчас. Вот поставим Штаты и попробуем вот чисто Штаты. У них сейчас там, даже не пойму, то ли у них ночь, то ли день, у них там и день, и ночь может быть. Я даже сейчас не в курсе. Вот. Будем пробовать, да, кто там, вот кто-то. Они обычно там едут куда-нибудь, они все едут, на работу едут, с работы едут, по делам едут. В общем, расстояния тоже большие, вот все едут, прямо как в России. Так, кто-то спит. Кто-то спит, это что у нас? Интересно, как они тоже меня расплывчато видят сначала или нет, или сразу хорошо, резко. У них интернет, что ли, плохой? А? Откликнись, человек. О, мы с вами виделись, кажется. Вы на работе сидите? Плохо слышно. Я знаю, что-то сегодня со связью. М, Но мне кажется, вы меня с кем-то путаете. Может быть, да. Просто общаетесь с людьми. Да. Фонит, я себя слышу у вас в динамиках. Даже не знаю, я уже скрутил звук. Да, как-то видимо, что-то непорядок. Не со всеми. Но Да, с ну большинством. всего вам доброго, а то неудобно так слышать. Так. Оу! Сейчас еще один какой-нибудь добрый разговор, и все. И спать. Я еще надо еще английский поучить. Не, Америка сейчас спит. Вот человек попался один, и то на ночном дежурстве. Давайте опять Францию. У меня во Франции хорошо получается. Ой, это я переключил, палец дернулся. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Бонжур. О, ничего, какой меховой человек. Так. Дедушка, лепешки готовишь. Привет, ребята. Привет. А чё не спите? А что ты не спишь? Вот вопрос настоящий. Чё Я ты не стримлю. спишь? Мы тоже. Не, шутим. М. Ну, знаешь, нам не поздно. Мы дагестанцы. Мы не спим. Давайте сыграйте на гитаре.
Да не сегодня что-то такой день, у меня не получается ничего. Я ж вообще ее беру раз в год. Может, сейчас получится. Давайте попробуйте. Че, Аллах? Давай. О, бисмилля сказал. Не, стой. Давай. Так, про что бы? Давай там. Давай акапеллу. Давайте любимую музыку. Да я музыку-то как раз не играю, это же разве это музыка? Так, сейчас, стойте, что-нибудь придумаю. Так. Сейчас, подождите. Давай ждем. Чеченскую песню давай сыграем. А я не знаю ни одной. Не, оставь думать. Давай. Да, это я тоже. Похоже? Да, придумал? Да, конечно. Давай, слушаем. Клен, ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой. Или что увидел, или что услышал. Погулять ты выше, выше, и как пьяный сторож, выйдя на дорогу, тонул в сугробе приморозил ногу. Ах, и сам я нынче что-то стало не стойкий. Не дойду до дома дружеской попойки. Гитару лучше убрать. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы сегодня видим двух молодых людей, которые нам сейчас что-нибудь скажут. Пожалуйста, друзья, представьтесь. Вы на канале Альбатрос. Альбатрос. Альбатрос, yes. Так и понял. Как мы можем вам повествовать что-то о какой-то конкретной теме, может быть, если вдруг интересует? Да нет, совершенно свободные темы, о чем хотите, можете и поговорить. Задавайте вопросы, мы будем рады ответить. Хорошо. А вы сейчас находитесь в каком городе и в какой стране? Узбекистан. Узбекистан, страна Молдовия. Здорово. Ну, я думаю, что вы там работаете, да, и сейчас вы просто отдыхаете после напряженного трудового дня. Вы абсолютно правы. Как Мгм. и заметить, мы очень устали. Да. Может быть, какая-то беседа, приводящая к чему-то легкому, такому
Парящему вопросу. Ну, расскажите анекдот, какой-нибудь свежий анекдот, который вот вы сегодня или... Давайте. Мгм. Пожалуйста, я только что вспомнил. Давайте. Анекдот про сопли. Интересует? Да, конечно. Приходит молодой человек, прошу прощения, в публичный дом. Так. Мгм. Вопрос администратора, адресованный нашему первому лицу. Чего желаете ли? Желаем возыметь, извините, половой контакт. Мгм. Очень срочно и очень низкая цена интересует, низкая ценовая категория. Так. Ответ звучит следующий. Самая низкая категория у нас начинается от 2000 русских денег. Так. Я не знаю, как их сейчас называют, но Мгм. вот. В ответ на этот монолог звучит такой ответ. Извините, 2000 не имеем в силу низкой заработной платы, безработицы. Соответственно, денег нема. Так. Вот. Я вижу у вас российский флаг на заднем плане. Мгм. Нет? То нема я должен расшифровать как нет. Да, можно и нема, и нормально. Хорошо, я вас усвоил, я вас понял, я вас переварил. Мгм. Денег нема. Вот. Может быть, имеется какой-то вариант сверхнизкой ценовой категории. Меня он устроит в любом случае. Мгм. Да, конечно, у нас есть такой вариант, но это будет бабушка. Хорошо, пусть будет бабушка. Но она мертвая. Хорошо, няхай она будет мертвая. Все. Произошло соитие. Подходит клиент снова к стойке администрации. Администратор вопрошает, все ли было по чину, все ли было в довольность. Мгм. Все было хорошо, отвечает клиент. То, что это была бабка, я стерпив. То, что была мертвее, стерпив. Но когда у нее пошли сопли, я не удержався. И тут администратор кличет: Николя, выноси бабку, она полная. Представляете? Это да. Это не сопли, оказывается, были. Да, такой физиологический, некрофильский анекдот. Да. Такие воспроизводим. Да. Может быть, от вас можно услышать что-то интересное. Не, я вот как раз анекдоты не умею рассказывать. Абсолютно. Даже если я... Наверное, жизнь сплошной анекдот. Даже если мне анекдот рассказать и попросить меня повторить, я никогда не смогу. Потому что я человек такой, я начинаю какие-то подробности добавлять или потом начинаю сомневаться. Вообще мне логика анекдота никогда не нравится. А анекдот ведь такой жанр, что надо его рассказывать. Вот как услышал, так его и рассказал. Ничего не прибавляя, ничего не убавляя. Вот, но у меня так не получается. Я всегда что-то прибавляю, чего-то убавляю, и в результате... Как считаете, почему? Ну, зависит от моего склада характера. Я такой человек сомневающийся. Вот, потом я всегда... Ну, вот так, наверное. Вот любой анекдот, если мне какой-то рассказать, я его всегда запутаю, перепутаю, и он еще будет, кстати, иногда даже смешнее выходить, чем в оригинале. Ну ладно, я рассказал анекдот, смешнее расскажите, пожалуйста. А не вы ли случайно Булат Акуджава? Нет. Что, похож? Но он лысый тоже, по-моему, был уже, или нет? Вы? Не, я вообще люблю стихи, у меня есть стихи, я пишу стихи. Как не похоже?
Ай! Ай! Что это вы изображаете? Вы представляете, 2 раза за ногу. А, собака? Да, такая, как ты. Да, какие-то тоже злые ребята. Да, ну, какие есть. В общем-то, речь такая у него достаточно такая правильная. Я бы даже сказал, что он такой интеллектуал в какой-то мере, этот молодой человек. Ну, конечно, вкус у него очень даже испорчен. Это по анекдоту видно. Red fuck Putin. Привет, привет. Флаг Путин, да, флаг Путин. Так, что у нас? О, 5 человек. 5 человек нас смотрит. Да, 5 человек нас смотрит. И смотрите, все уже по постелям. Интересно, а что люди как-то ложатся спать и начинают в чат-рулетку играть? Друзья мои, вот есть еще... Раньше я в последнее время стал практиковать вот видеорулетку. А до того есть такая очень хорошая рулетка. Меня недавно туда включили. Вот. Вообще... Всегда был спортсменом, хотя болезнь не берегло, все равно пачку болезней себе приобрел. Вот. За это время сижу, расклевываю. Но, тем не менее, я, вот реально, я не глупый человек, я все-таки, сказать, и в Бауманске, в общем-то, там учился. То есть, знаешь, это университет, то есть не самый последний, так скажем, мягко говоря. То есть, и поверь, я не просто так в это полез, вот, эти варианты, потому что это, в принципе, в данном варианте приемлемо, кто бы там что ни говорил. Приветствую всех, друзья мои. Здорово. Да, привет. Здравствуйте. Кто я тут с человеком беседовал? Не, ну просто я зашел и решил поздороваться, простите. Здравствуйте. Да? Прикольно. Что, такая опция, что в рулетке есть? Ну вот, пришел дядя какой-то. Да, что-то настроечник. Здравствуйте. Тут история у парня. Здравствуйте. Такая, любовь у него Вы там неудачная. с кем-то разговариваете или что? Да, привет. Это кто-то тут? Третий человек подсоединился, да, я так понял? Или чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Так внезапно. Я тут первый день в этой чат-рулетке. Ой, сейчас я отключу здесь. Все, Украина, политика уже все такое горло сидит, на самом деле, жестоко. Так, это все просмотрено. Я такое люблю вообще во многих областях там в истории порыться. Вот, демонстрировал своим зрителям, подписчикам, что есть еще такая чат-рулетка голосовая. Вот, причем она групповая, то есть туда заходишь, а там сразу несколько человек разговаривает, может быть там 2, 3, 4, 5, ну, хоть сколько. Вот. Вот Ну да, в YouTube я видел такое. Да, не YouTube, а это вот... Не, ну они потом, может, скидывают в YouTube. Нет, я вот сейчас и говорил, это же я говорил в реальном времени. А вы откуда? Израиль. Очень приятно. А вы откуда? Я из Анапы, Россия. Анапа. Ну это Крым, нет? Нет, это Краснодарский край. Ну все равно Черное море, нет? Да, Черное море, конечно, рядом. Не, ну я так географию помню. Вернее, Крым рядом, Ну рядом с Крымом. Анапа, да, Анапа на Черном море. Это курортный городок. Получается, это ближе к Сочи или как? Нет, это ближе к Новороссийску и ближе к Крыму.
так вот скажем. 1,5 часа езды до Крымского моста, 20 минут по Крымскому мосту, и мы попадаем в Керчь. Так получается, это Азовское море или как? Да, 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 да. Ну понял. Да. Анапа, городок, что-то я помню такое. Песня? Да, песня была. Ну, про Анапу много чего поют, да. Вот. А вы не спите, общаетесь с людьми, да? Я так просто скучно. Захожу в разные страны, болтаю. Ясно. О чем? Как у вас складываются разговоры? Ну, там везде по-разному. Понятно, понятно. Если, например, я разговариваю там с Германией, там же много, например, арабов, например, так они все меня посылают там, ну, на английском, там, на немецком. Ясно. Есть Ну, такое, на да. Украину, если попадаю, там они начинают спрашивать, откуда я, где я родился, там, ну, короче. А как, кстати, извините, как украинцы относятся к Израилю? Ну, как вам сказать? Мое личное мнение, что Израилю нельзя лезть в эту кашу. Почему? Потому что Израиль это не та страна, которая должна лезть вообще вот эти вот все вот эти вот отношения между там, Америкой и Россией. Но наши элиты, они уже все продались. У них нету нейтрального, как говорится. Они, ну вот, как говорится, сейчас фестиваль идет по всему миру вот этот, да? Ну и наши тоже вот эти вот все политики, они все туда залезли. А мое личное мнение, нам не надо вообще лезть никуда. Ну, Израиль, по-моему, как бы и не залазит, в общем-то, пока еще. Ну, как не залазит? Понимаете, у вас просто, вы плохо знаете Израиль. В плане того, что то, что вам показывают там, когда-то там, это, я вам простой пример приведу. Возьмем вот этих азовцев, да? Так, вот на них всех наколки, вот эти вот свастики, там, Нахтигаль. Так а здесь уже, например, Так, сорвалось. Это не я. Это, видимо, вот мой собеседник чего-то нажал. Я ничего не нажимал, друзья мои. Жалко, что ли, он отключился. Вот. Жалко. Это не я. Может быть, он еще попадется. Давайте сейчас Израиль прямо вот. Кстати, в Израиле очень хорошие всегда собеседники, такие тоже. Да вообще в Израиле народ, так скажем, советский. Здравствуйте. Сейчас, может быть, мы на него наткнемся еще. Сейчас, может быть, наткнемся на него еще. Потому что бывает, видите... Три человека меня сейчас смотрят, и 19 комментов. Друзья. Так, сейчас будем смотреть. Так, люди видят флаг России, заходят посмотреть. Хорошо. Very, very, very good. Хорошо. Хорошо. Привет. How you doing? Доброе утро. У меня уже вечер. Where are you from? Good night. Так. Музыки нет. Да, музыки нет. Очень тихо. ПК для чайников. Пианино. Нас уже 6. Ну, сейчас уже 3. Нет, в России бухают. Так, ружье еще надо. Нет, хорошо, по-русски. Раша, блядь. Русья, блядь. Только без матов, друзья, без матов. Путин, блядь. Не надо ругаться. Да. Мир, дружба. Пиздец. Нет. Мир, дружба. Фройндшафт. Да. Френдшифт.
Friendship. Оу. Однако вы крут. Вы на работе и дома? Крутые бывают только яйца и дыры. Я обычный человек. Ясно. Выключил я его. Сам выключил. Так, Акуджава умер уже. Так. Что ж в Телеграме такое есть? Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Да, отлично. Неплохо у вас, как. Спасибо, что спросили. Да, тоже хорошо. Сейчас с вашим соотечественником общался, и вдруг раз, и он так внезапно пропал. Вот, и не знаю, видимо, что-то какой-то сбой в программе, или он случайно нажал. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на то, что мне написано на Израиль. А вы через VPN? Да. А, понятно. Ну вот. А вы откуда? Я из России. Ну, хорошо, хорошо. Я понимаю, вы тоже. Да, я вот сегодня даже флаг здесь так повесил, чтобы видно было. Вы тут частенько бываете на какие-то темы разные? Нет, я бываю так время от времени, не так часто. Вот. Но иногда бывают интересные разговоры, вполне так складываются. У вас вообще объяснение, что вас привлекает, что вас манит зайти в чат-рулетку и начать? Ну, во-первых, это такой тренинг вообще коммуникации. То есть заговорить с незнакомым человеком, это не каждому, я считаю, дано. Вот, поэтому вот, наверное, это. А потом интересно узнать, чем вообще люди живут, что делают, если какие-то разговоры так складываются, люди рассказывают о своей стране, о своем городе, о своих мыслях, чаяниях. Вот. Ну, отношение, опять же, к российско-украинскому конфликту. Вот, поэтому... Прошу прощения, что перебиваю. Да, вот за последний час это была, наверное, остается самая горячая, актуальная тема, потому что есть, например, люди, когда я начинаю говорить, и они тоже общаются, они тоже знают русский язык, и они перестают общаться на нем, и ты думаешь, почему, слушай, мы с тобой люди. Если ты знаешь язык, это так же, которым я говорю, поддержи со мной беседу, я тебе ничего не какого-то плохого, ничего не причиню тебе. Что у тебя? Что ты в голове такое, что ты сразу же там... В смысле, люди, собеседники с Украины? Да, из Украины. Ну, я не знаю, я стараюсь с ними так по-доброму говорить, иногда поддерживаю беседу даже на украинском. Я, правда, украинский не знаю, но я, в общем, вполне эту речь понимаю, и какие-то слова иногда тоже вставляю, говорю. Вот, им это нравится. Вот, поэтому... Такой вопрос, как-то, не знаю, ответьте, может, правду, может быть, и нет. Но мне самое главное, или вообще ответьте на него. И когда человек попадает из Украины, у вас в голове какое-то есть чувство какой-то вины и вот какого-то необъяснимого барьера, что ли, что ты хочешь не то, что ты что-то там извиниться, а какое-то странное ощущение. Нету такого у вас явления? Ну, я считаю, что оно должно быть, но у меня его не возникает, потому что, как-то я стараюсь показать, что я вообще противник этой специальной операции, что я на стороне Украины, но в смысле в том, что я ей сочувствую, людям сочувствую. Мне очень жалко вообще, что это все происходит, что разрушаются города, и я очень переживаю, как мы будем из этого конфликта выходить, как мы будем строить отношения в будущем, ведь соседние страны, и
Политологи говорят, что эта рана не заживет многие десятилетия. Вот, это вот страшно осознавать. Вот, ну а такого чувства вины нет, у меня вот нет вины, но я чувствую, что, конечно, я должен разделять ответственность государства нашего, которое это все устроило. Вот, вот так. Спасибо. Мне вот просто действительно было очень интересно, вот чувствую ли я, когда, допустим, мне попадается человек из Украины или эти вот нет, потому что я, например, сторонник нейтралитета. Как бы у меня правда там, где я вообще ее вижу, где я могу действительно ее пощупать, своими глазами убедиться. Тогда бы я сказал там одной из сторон, что действительно вот кто зачинщик, вот давайте-ка. Я понял про эту ситуацию. Когда мне отсюда шум новостей, если открыть историю, вообще уходить туда вглубь, и я то есть сразу же теряю, прям уже как бы связь, она прям уже стирается, не понимаю, что. И поэтому для меня есть нейтральная сторона, она вот и будет. Ну вот мне как человеку ни правая, ни левая, вот середина. Я стараюсь ее придерживаться. Я, например, когда там где-то тоже из Украины ребята, люди, как только начинают говорить про политическую тему, то я говорю, ребят, стоп, вам точно я никак не смогу вас не поддержать, не опровергнуть, не свою точку зрения, потому что, говорю еще раз, информации столько много, и она не моя информация, а она услышанная мною, в мозг залита уже, и я оттуда уже, я так понимаю, делаю вывод. И вот мне как бы очень сложно, если я сам не увижу, и мне не хочется на самом деле увидеть, что там происходит. Как бы мне вот... Ясно. Ну, даже не знаю, что еще сказать. Дело в том, что вообще, конечно, мы же, в общем-то, один народ. И, ну, я имею в виду вот бывший советский народ. И язык там русский знают огромное количество людей. 75% там как бы... Я вот читал, что 75% людей свободно владеют русским языком, считают его языком даже, дома они общаются на русском языке. Вот. Культуры у нас одни корни имеют. У нас украинские песни поют, я думаю, и там, наверное, русские поют песни какие-то. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит, это такой... вид, по-моему, гражданской войны. То есть общество раскололось внутри себя, и вот... А в гражданской войне победителей не бывает. Это вот нам показывает опыт войны 18-22 годов, вот, потому что у каждой стороны своя какая-то правда. И, в общем-то, мы до сих пор не примирились. Ну, вот даже в российском обществе у нас еще одни поддерживают Ленина и коммунистическую там партию, как-то вспоминают эти времена, а другие ну, поддерживают белое движение, белогвардейцев там и оправдывают их вот до сих пор. Вот. Поэтому это очень все сложно, и я вот просто тоже не знаю, как мы это все будем заглаживать. А это вот придется все равно когда-то, ну, не в ближайшее время. Слишком большие уже потери с двух сторон, большой урон нанесен городам, не знаю. В общем, страшно это все даже. Вот действительно, я вот вас понимаю, что вы такой нейтральной точки зрения придерживаетесь. Потому что тут встать на какую-то точку
невозможно. Я тоже не могу на украинскую точку встать позицию, потому что ведь в этом конфликте гибнут наши русские солдаты. У нас вон в Анапе уже 8 могил. Маленький городок, 8 могил уже погибших. А вот в Забайкальском крае, откуда я приехал, так там уже, наверное, несколько десятков погибших. Поэтому я думаю, в каждом городе, какого ни коснись, везде есть уже свои потери. Поэтому нужно все это прекращать и как можно быстрее. А у вас нет было понимания, что все-таки возможно ли так, что столкнули лбами? Именно был провокатор, который столкнул и Украину, и Россию. Я не знаю, мне не хотелось бы думать, что есть какие-то заговоры мировые, что кто-то кого-то сталкивает. Все равно решения принимают конкретные люди. Начать это или не начать. А у нас в стране, естественно, все принимает президент. И вот это вот накануне события, которые проходили, вот это заседание Госсовета, когда всех заставляли высказываться, это, конечно, понятно, что президент делал все, чтобы ни одного не было несогласного. Вот. Ладно, я вам желаю хорошего вечера, доброй ночи, если вы сейчас уже собираетесь спать. У нас уже ночь. Да. Тогда тоже спасибо большое. Угу. Все, всего доброго. До свидания. Вот так. Человек нейтральной позиции придерживается. И нас 4 человека. Российский флаг ассоциируется с агрессией. Да, наверное, возможно. Ну а куда от него денешься, от российского флага? Никуда от него не денешься. И я его, в общем-то, повесил, чтобы и подчеркнуть вот это то, что сейчас мне здесь вот говорят, пишут. Нет, это как-то совсем с другим умыслом было. Да. С другим умыслом было сделано, потому что много было иностранцев попадалось, много иностранцев, и каждому надо было говорить «I from Russia», «My name is Sasha». Вот. А здесь как бы все ясно. Я думаю, российский флаг, он именно снимает эти вопросы. Вот. Но это эксперимент, это не значит, что я каждый свой стрим буду сидеть вот под российским флагом. Нет, это такой эксперимент. У меня обычно там часы, вот, обычно часы. И сейчас... Вы стримите? Да. Добрый вечер. Ясно. Сколько у вас? Много подписчиков? Ой, подписчиков много, но смотрит сейчас в данный момент всего 4 человека. А что случилось? А ничего не случилось. И у меня, в общем-то, канал такой, хоть и на нем 12 тысяч подписчиков, 12 тысяч, вот, но как-то на стримах у меня мало, и вообще меня немного смотрят. Каждый мой ролик, просматривает, может быть, до 1000. Вот. А как называется хоть? Анапа Альбатрос. О, прикольно, я потом гляну. Гляньте, у себя увидите. Прикольно. А вы в каком городе? Я в городе Хайфа живу. Понятно. Да, у меня же Израиль установлен. Вот. Угу. Да, сегодня слышал, не буду там предысторию. В общем, слушал сегодня запись радиопередачи «Телефон доверия». Вот там психотерапевт в Израиле выступала на радио, и к ней, значит, люди звонили, обращались с разными там проблемами. Вот. Не знаю, когда эта передача была снята,
Вот. Но люди жаловались вот на звуки воздушной тревоги. Вот, что это очень такой, да, я не знаю, вот правда, когда это было у вас там, что это очень такой жуткий звук. Дети боятся, люди боятся, нервничают. Вот. Так что у меня, кстати, где-то даже открыто, по-моему, было. Нет, я уже закрыл эту. Я бы сейчас ссылку скинул. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что я сам работал на телефоне доверия. Вот, и мне было интересно, как профессиональный психотерапевт реагирует на различные там запросы. Вот. Ну да, она достаточно профессионально работала. Поэтому... Кто-то там, одна женщина говорила, что вот у нее дочь собирается куда-то на моря отдыхать, развлекаться, а в такое время, когда идут какие-то боевые действия, я не знаю, вот я не знаю, как в какое это время было, вот, когда у вас там так вот было горячо достаточно. И она говорила, что я не могу вот понять, как в такое время можно развлекаться. Вот. А ведущая этого радио говорила, что ну как же, у меня вот развлекательные есть передачи, их несколько на моем радио, ну, на котором она работает. Ну, в общем, так, было достаточно интересно. Вот, я бы сейчас скинул ссылку, но я сейчас не могу это найти. Вот. А вы вообще знаете, что есть такая служба, телефон доверия? Вот мне тоже было удивительно услышать, что... Да, есть. Почему? Потому что особенно во время боевых действий очень многие люди обращаются в эту службу, потому что для них это огромный стресс, и в дальнейшем они просят выплаты. Так или иначе. Даже так? Да, потому что реально для многих это как бы психологическая травма. Особенно если это происходит, ну, представьте себе, на протяжении там недели, да, к примеру, и это днем и ночью, и вы все время должны бежать в бомбоубежище. Вот каждый раз, когда вы слышите это, хорошо, у кого есть бомбоубежище в квартире. Это новые дома. В новых домах в каждом доме есть, в каждой квартире есть бомбоубежище. Это отдельная такая комната, бронированная, с маленьким окном, с такой как бы железной рамкой, то есть все закрыто. А в старых домах такого нету. В старых домах зачастую это находится на самом нижнем этаже. И вот представьте себе, там люди помытые, не помытые, полуголые, вот они все время что успевают, то хватают в руки и бегут в это бомбоубежище. И для многих это действительно в конечном результате приводит их в ужасное психологическое состояние, и они обращаются сначала в эту службу доверия, а если служба доверия не помогает, то с исками к государству, даже некоторые говорят, выигрывают какие-то дела, просят компенсацию. Интересно, да, спасибо за такую информацию. Я вот пытаюсь найти, чтобы, вам так это продемонстрировать, вернее, показать, что это действительно... Ну, смотрите, я просто живу в северном регионе, да, я не живу в регионе Ашдода, Ашкелона, Бершевы, то есть там эта система, то есть когда газа начинает бушевать, так сказать, там это жутко, потому что самые ближние города, они как раз находятся, и там это постоянно, то есть, и там действительно людей искренне жаль, они там все время в этом состоянии. Но сейчас вроде тихо, недавно был праздник у нас государственный, и вроде обещали, что, нам угрожали, что будут обстрелы, будут какие-то провокации, но вроде обошлось. Так, я нашел это. Это, кстати, дата премьеры этого ролика была 12 октября 2021 года. Ролик так и называется «Телефон доверия», и привязка к локации – это Израиль. Радио Река. Звонки в прямой эфир. Да, радио Река, да, такое популярное русскоязычное. Да, все, разобрались. Так что
А вы вообще на какие темы здесь разговариваете? Зачастую на политические? На темы нет, разные. Я больше использую чат-рулетку для развлечения. У меня вот здесь вот гитара. Я иногда, ну, как бы, чтобы людей привлечь, они там сразу начинают, сыграю что-нибудь, а я, в общем-то, не играю, не пою, мне, чтобы просто люди как-то остановились, не пролистывали. Или вот у меня есть такая шляпа, вот, когда меня видят в этой шляпе, тоже там, ну, вот так вот. То есть я просто, знаете, а когда человеку хочется о чем-то поговорить, ну, я, конечно, и разговариваю именно на ту тему. Опять же, это сказывается мой опыт работы вот на телефоне доверия. То есть я знаю, что когда человека тревожит какая-то проблема, он все равно будет говорить. Если ты ему будешь там на гитаре играть, а он все равно будет тебе излагать свою проблему. Поэтому лучше гитару отложить и вникнуть в то, о чем говорит человек. Часто помощь психолога на телефоне заключается в том, чтобы просто внимательно слушать и показывать, что тебя эта проблема тоже как-то касается, и показывать свое вот сочувствие, как ты выражаешь какими-то там, ну, бывает, просто там что-то говоришь иногда, выражаешь какими-то там эмоции как-то. Ну, вот так. Поэтому для меня это интерес такой двойной. Вот. Ну, а еще интересно, конечно, просто узнавать, чем вообще люди живут в других странах, в других городах. Сейчас, конечно, интересно, ну, не то, что интересно, а узнавать о точке зрения на вот этот российско-украинский конфликт военный. Тоже разные точки. Вот сегодня женщина одна во Франции и мужчина из Латвии. Ну, они оба, конечно, русские. Вот, просто там живут. Один живет там, всю жизнь живет. Женщина 2 года живет во Франции. Так они вот поддерживают Путина и поддерживают эту военную кампанию. Я вообще был удивлен так. Был удивлен, что, оказывается, вот так вот люди, которые... Ну, Латвия мне всегда казалась такой страной тоже прогрессивной. Вот. Ну и Франция тоже, конечно. Женщина живет в маленьком городке где-то там в Провансе. Вот. Муж у нее француз, а она вот такая вот путинистка. Вот как ни странно. Да. Так что вот такие дела. Вот, а вы Да, это как? интересно. Вы какой интерес в рулетке Нет, находите? я искренне говорю, я не путинист. Мгм. И интерес, смотрите, с разными людьми разный интерес. Все зависит Мгм. от собеседника. Бывают такие интересные ребята, но зачастую меня вот в силу того, что когда я не под VPN, да, иногда бывает Мгм. включаю VPN, но правда интернет намного хуже, то тогда дискуссии уходят в политическую сторону. Если же нет, то все зачастую спрашивают про Израиль, как жизнь Мгм. здесь, кому интересно, кто прям глубоко. Вот я сегодня встретил парня, он прям так, ну, достаточно неплохо шарит в теме жизни в Израиле, при том, что он Мгм. всю жизнь прожил в России. Мгм. И он так с подковыркой, с такими подколами мне задавал вопросы касательно Мгм. религиозных людей, моего мнения по поводу Мгм. религиозных людей, Мгм. по поводу в целом иудаизма и его влияния на государство как таковое. Ну и, в общем, много. Ну, такой образованный парень. До этого был тоже русский молодой человек, он учится на физмате и тоже еврей, ходит в синагогу, соблюдает традиции, все как положено. Мы с ним не говорили про политические темы, связанные с Украиной и Россией. Просто он говорил о том, что в силу того, что происходит сейчас Мгм. в России, он бы хотел бы уехать по той причине, что это так или иначе влияет на науку. А он бы хотел бы заниматься наукой. Да. Для него важно то, чтобы был какой-то обмен с Да, иностранными сейчас же, учеными. Сейчас же вообще как-то вот этому обмену с зарубежными какими-то, в общем, препятствуют обмену научными вот этими исследованиями, не пускают
наших ученых за рубеж, и все эти конференции, все тоже запретили. Вообще, то, что сейчас происходит в России, это просто жутко, что происходит. Вот. Может быть, на обывателе это так не сказывается, но на людях более такого высокого, так скажем, положения очень сказывается. На ученых, на тех, кто в IT-технологиях там этим занимается в этой сфере. Поэтому сейчас никуда не поедешь, ничего. У нас вот какие-то даже сайты прекратили свою работу. Ну, много фирм ушло. Вот. Но даже такой сайт, как Airbnb, которым я сам активно пользовался, я сдавал квартиру, очень хорошо, мне очень нравилось. Вот. Сейчас этого нет, и я не могу сдать квартиру, и остальные какие-то порталы меня абсолютно не устраивают. Программы, если какие-то, вот я на сайтах там давали бесплатно доступ там, ну там с графикой как-то работать, те же значки для YouTube делать. Сейчас все закрыто. Вот. Кэшбэки там, которые там были, если ты покупки делаешь, тоже отменили. Как бы что, все, Россия воюющая страна, и простите, извините, но мы вам прекращаем там доступ туда-сюда. Если вы хотите вывести свои деньги, отправьте их на благотворительность в Украину. Ну, вот так вот. То есть все везде вокруг этой темы, поэтому она постоянно в нашей жизни. Ну, естественно, в магазинах все дорожает. Ну вот я сегодня разговаривал с парнем с Воронежа, он мне доказывал, что нет. Он говорит, я зарабатываю 90 тысяч, и на меня это никак вообще не... Ну, с зарплатой 90 тысяч, наверное, если там повышается на, ну, процентов там на 20-30 продукты, то, может быть, и 20-30% не важно, незаметно. даже если ты 90 тысяч зарабатываешь, извините, что я вас перебью, но это, да ничего. Это ощутимо. 20-30 это ощутимо, даже 10% это ощутимо. Поэтому... Да, но мы к повышению цен уже давно привыкли. У нас вот эти сыры у нас давно уже в Россию не поставляются какие-то там, но мы их и не ели, вот эти дорогие различные сорта сыров. Их, может быть, где-то там ели где-то люди, но я их уже тогда никогда не брал. Вот. Поэтому... ну зато наши сыры сразу поднялись в цене, когда прекратился, значит, импорт. Наши сыры сразу в 2 раза выросли. Сейчас у нас сыр, килограмм сыра, ну, хорошего такого сыра, где-то 1000 рублей стоит. Ну, 1000, там, 800-700, да. Это дорого. Ну, конечно, это да, дорого. да. Да. А вы где живете? В Анапе живете? В Анапе. Ну, у нас сам по себе город дорогой. Ну, у вас, да, в силу того, что курорт. Курортный город, да, поэтому у нас цены, они почти на уровне московских. Они всегда кусаются, особенно в сезон, я думаю. Еще если вне сезона, это одно, но если сезон наступает, и туристы должны приехать, то все подскакивает. Ну, да. Да, выше. Ну, выше есть, конечно, сезонное понижение цены там на фрукты. Вот. Поэтому как-то с этим полегче. Овощи, фрукты, они тоже как-то очень сильно подорожали, но сейчас цены стали падать, и я думаю, вот к осени они вообще упадут, потому что, ну, все-таки люди все это выращивают, производят, везут на рынок, поэтому должно понизиться. Вот, ну ладно, было приятно с вами поговорить. Мне тоже. Очень хорошего вам вечера. И вам тоже. Я сейчас тоже буду ложиться спать. Всего доброго. Спокойной ночи. Спасибо. Так, и все, друзья мои. Вот сейчас уже все я точно делаю. Хороший парень. Спасибо, что кто меня смотрел. Еще 3 сообщения, значит, у нас в России так науки нет, пишет. Деградация России очень сказывается на обывателях, просто они об этом не догадываются. ЦИАН остается, ну, ЦИАН остается, Суточно.ру, что там еще? Конечно, есть, Авито есть. Но знаете, как работала вот эта вот система Airbnb, ничто не сравнится. Меня она устраивала на все 100%.
Я такой человек, значит, который особо не любит говорить о деньгах, не любит расхваливать свою квартиру. Все за меня делал сайт Airbnb. И он мне подбирал таких жильцов, которые меня тоже полностью устраивали, потому что у них есть там рекомендации, у них там все документы, все. Приезжал человек, и я даже у него не спрашивал паспорт. Я ему просто отдавал ключи и был полностью спокоен, что все будет хорошо. Вот. Ни о деньгах с ним не разговаривал, потому что деньги значит, гость пересылал в Airbnb, а Airbnb потом пересылала мне, и все. Вот. И у меня так был график заселений подобран, не мной, а опять же Airbnb, что всего между гостями были всего одни сутки, чтобы подготовить квартиру к новому заселению. Все. Я еще помогал своему другу сдавать, ну, приятелю, здесь вот в соседнем доме. Он сам из Питера, он приехал, ему даже некогда было самому пожить в своей квартире, потому что вот эти заселения были вот буквально так плотно. В этом году, вот июнь месяц, у него сейчас квартира пустует. Вот. У меня никаких нет, значит, никакого движения. Я сейчас тоже смотрю там на Авито, на Яндекс недвижимость. Вот сегодня на Суточно.ру зарегистрировался. Статистика показывает вообще, никаких там просмотров нет. Потому что на Авито надо постоянно платить деньги, чтобы у тебя объявление где-то там в рейтинге было. Вот. Суточно.ру берут огромное количество, 18% берут за услуги. Airbnb всего 4% брали. Представляете? То есть это была система, созданная для людей. Вот. Поэтому что говорить? Конечно, многого мы лишились. Вот. Циан я даже не пробовал, потому что я как-то и пробовал там регистрироваться, но это абсолютно не то. Booking тоже, не знаю, Booking это для крупных отелей. Вот. А Airbnb мне очень жалко. Вот очень жалко, и я очень сожалею, что Airbnb... Я там был суперхозяин, мне по итогам, значит, прошлого года выдали премию $100, которые я тоже мог использовать, поехав куда-нибудь и сняв квартиру, или там, или даже для своих друзей там в Анапе можно снять за эти деньги, было что-то, вот. Но, к сожалению, вот так. Так, и 3 человека меня смотрят, вернее, 2 человека меня смотрят. Так, сейчас, секунду. Во. И, друзья мои, сегодня у меня был стрим, опять чат-рулетка, и вы можете смотреть потом этот мой стрим, эту чат-рулетку в записи. Я думаю, звук будет достаточно хороший. Ну а сейчас всем спокойной ночи. До следующих встреч. И где моя конечная заставка? Всем спасибо. Все свободны, как говорится. Да, спокойных снов. Пока.